Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. В этом видео мы будем преображать вот эту стену, которая является отличным образцом обоев от застройщика и прекрасно наклеенной плитки, со снятием которой, как я думаю, у нас никаких проблем не возникнет. Надели защитные средства и приступаем к снятию плитки. Подковыриваю ее слегка шпателем и аккуратненько снимаю. Да уж, держится она на одном честном слове. Причем по-разному отходит. Где-то плиточный клей остается на стене, а где-то прям с плиткой отваливается. Следующая пошла. Усилий, как вы видите, я вообще к ней не прикладываю. Она просто опадает, как осенняя листва. Была бы она чуть-чуть потяжелее, я думаю, она давным-давно сама бы отвалилась. Кафельная плитка тут так плохо держится по той причине, что была сначала гипсовая штукатурка, в дальнейшем финишная шпаклевка, и после этого был наклеен уже кафель на цементный клей. Такое соединение держаться не будет. С плиткой закончили, и теперь снимаем обои. Надеюсь, с ними проблем не будет. Видно, что у нас тут шпаклевка местами сыпется, трещины большие присутствуют, дефектов предостаточно. Если же у вас возникают проблемы со снятием обоев, намочите их теплой водой, нанося ее валиком или втирая тряпкой. Они потеряют сцепление с поверхностью и быстро отойдут от стены. Сняли все обои и теперь удаляем гвоздики и дюбеля, которые могут быть на поверхности стены. Тут один уже кто-то вынул, а второй, видимо, для меня оставили. Понятно, почему его оставили. Он тут намертво застрял, еще и прирезиненный какой-то. Тогда придется хотя бы оторвать все, что выступает и до чего мы можем дотянуться. А этот дюбель уже из какого-то более прочного пластика. За него хоть зацепиться можно. Готово. И теперь необходимо зачистить весь отваливающийся материал. Зачистили поверхность, и теперь необходимо ее обязательно загрунтовать. Для этого буду использовать укрепляющую грунтовку. Она беспылит поверхность после шлифовки. Хорошо отжимаем остатки грунтовки и наносим на поверхность стены, двигаясь снизу вверх. Сложного тут ничего нет, просто постепенно укрываю всю стену. Все, что можно было загрунтовать валиком, я загрунтовала. В труднодоступных местах использую кисть. Аккуратно прохожусь по углам стен и стыку с потолком. Закончили с нанесением грунтовки, оставляем ее до полного высыхания. На стене очень много мелких дефектов, поэтому беру гипсовую шпаклевку и замазываю их. Наношу материал, стараясь заполнять всю глубину царапин, и убираю излишки материала на сдир. Супер мелкие дефекты можно не трогать, нужно убрать только самые явные, видимые невооруженным глазом. Ну а если у вас на стене имеются очень большие впадины, глубже 5-10 мм, то заполняйте их не шпаклевкой, а штукатуркой. Если у вас стена бетонная, то работайте не гипсовыми, а цементными материалами. Заполнили шпаклевкой все дефекты, которые есть на стене, и оставляем ее до полного высыхания в течение суток. Превратите свои творческие замыслы в реальность благодаря образовательной платформе Skillbox. При помощи бесплатного 5-дневного мини-курса от Skillbox любой человек, вне зависимости от возраста и географии, может получить полезную информацию для создания уюта в своем доме и открыть увлекательный путь к интересной и востребованной профессии, связанной с дизайном. Во время обучения вы погрузитесь в увлекательный мир эстетики форм и цветов, приобретете навыки в таких направлениях, как дизайн интерьера, ландшафт, декорирование и дизайн мебели. Узнаете все последние тренды и поймете, как новичку избежать ошибок. Новые знания вы сразу закрепите на практике и положите 4 стильных кейса в портфолио. Только для вас лучшими профессионалами своего дела были созданы обучающие материалы и видео, в которых информация подается понятными словами по принципу от простого к сложному. Это позволяет легко ее усвоить, независимо от вашего начального уровня знаний.
Полученная информация сразу закрепляется благодаря выполнению интересных практических заданий. Вы создадите тематическую доску на Pinterest, интерьерный коллаж в Google презентациях, дизайн-проект сада и даже нарисуете эскиз детской мебели. Вы не только откроете для себя лучшие решения и современные тренды, но и на практике научитесь применять знания о самых выигрышных цветовых схемах в интерьере, освоите принципы использования декора для изменения атмосферы в доме, узнаете о роли освещения и акцентов в дизайне, способах визуального увеличения пространства и многом другом. После прохождения бесплатного мини-курса вас ждет итоговый вебинар. Спикер в прямом эфире поделится профессиональными секретами, разберет работы участников и ответит на вопросы. И это далеко не все. После регистрации вы получите полезные подарки. Чек-лист «Как найти себя в дизайне среды», краткий гид по направлениям, 3 вдохновляющие книги для творческих людей, 4 чек-листа, которые помогут в новой профессии, а все, кто посмотрит первый урок, получат доступ к изучению английского языка на платформе Skillbox на год. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Сделайте первый шаг к творческой профессии и превращайте невзрачные пустыни в цветущие сады, а серые бетонные коробки в уютные дома. После того, как шпаклевка полностью высохла, те участки, на которые она наносилась, необходимо прошлифовать 240-й наждачной бумагой, чтобы убрать следы от инструмента, а после их загрунтовать. Далее приступаем к поклейке стеклохолста. Первым делом наносим клей для стеклообоев прямо на стену. Клей начинаю наносить с угла. Так как обои у меня будут клеиться горизонтально, поэтому наношу клей на всю нижнюю часть стены, примерно высотой в метр. В углах и труднодоступных участках наношу клей кисточкой. Главное тут распределить материал равномерно и не делать пропусков. Работать нужно достаточно быстро и внимательно, а так ничего сложного нет. Нанесла клей и переходим к поклейке стеклохолста. При работе с ним необходимо надеть маску и перчатки. Готово. Беру стеклохолст и аккуратно прикладываю его к стене. Также в работе нам понадобится обычный канцелярский нож. Прорезаю отверстие под газовую трубу и продеваю ее через полотно. Так, теперь аккуратно разворачиваю рулон, прижимая плотно к стене. 1,5 метра будет вполне достаточно. Беру кельму и хорошо приглаживаю, чтобы стеклохолст полностью соприкасался с клеем. Также это можно делать при помощи пластикового шпателя для прикатки обоев. Так, тут у нас трубы с горячей и холодной водой, значит снова прорезаем стеклохолст. Убрали лишнее, разгладили и можно продолжать. Набираю клей на валик и приступаю к его нанесению на стену. Делаю еще одну полосу шириной чуть больше ширины холста. Лично мне нравится горизонтальная поклейка, хотя можно клеить стеклохолст и вертикально, как обычные обои. Но так больше вероятность того, что стыки листов на стене будут заметны. Нанесла клей и прикладываю стеклохолст к поверхности, начиная с угла. Приглаживаю немного, чтобы он слегка приклеился, и начинаю потихоньку разворачивать рулон. Так, и не забываем делать нахлёст на предыдущий лист, хотя бы сантиметров 5, иначе будет неудобно потом прорезать его. Отлично. Вторую полосу получилось приклеить сразу всю. Теперь нужно чуть выровнять вот этот край. Тут у меня идет стыковка со стеклохолстом, которым я подготавливаю поверхность для декоративного шелка с трафаретами. Аккуратно прорезаю оба листа и вынимаю нижний край. Сложного тут ничего нет. Главное иметь достаточно острый нож. Теперь точно таким же образом подрезаю нижнюю стыковку листов. Торопиться не нужно, главное здесь аккуратность. Стеклохолст достаточно хорошо режется и очень сильно давить на нож не надо. Так можно повредить нижний слой штукатурки или шпаклевки. Прорезала холст и вынимаю нижнюю часть. Стык у листов у нас получился на уровне пояса, а если бы я поклейку начинала сверху, то он был бы на уровне глаз. Теперь хорошенько приглаживаю поверхность при помощи кельмы. Во время этого процесса особое внимание обращайте местам стыковки листов и углам. Там чаще всего встречаются отслоения после высыхания клея. Если такое происходит, то клей можно загнать под стеклохолст при помощи шприца. Пригладила и теперь наношу клей на верхнюю часть стены. Чтобы не приходилось бегать по стремянке вверх-вниз, удобно использовать удлинитель. Он очень облегчает и ускоряет этот процесс.
Меняю валик на кисть, набираю на нее побольше клея и аккуратно поднимаюсь на стремянку. Промазываю клеем углы и стык стены с потолком. Все делаем очень внимательно и никуда не торопимся. Подготовку поверхности особо интересным и творческим занятием, конечно, не назовешь, но без этого никуда. Стеклохолст в этом деле нам очень сильно помогает и ускоряет процесс. Геометрию стены он, конечно, не исправит. Если есть большие перепады бугры, то тут потребуется нанесение штукатурки по маякам. А вот заменить пару слоев шпаклевки он может. Плюс стеклохолст дает дополнительную защиту от трещин, при этом позволяя быстро и просто улучшить гладкость поверхности. Быстренько приклеила и приглаживаю его кельмой. Особое внимание уделяем на верхнюю стыковку с потолочным плинтусом. Клея тут нанесено достаточно, и если хорошо все пригладить, стеклохолст никуда не денется. Меня очень часто спрашивают про подготовку старых стен. Что делать с масляной краской и побелкой? Если у вас старая квартира, где большая нижняя часть стены покрашена масляной краской, а сверху побелка, то все это необходимо удалить. Побелку нужно по максимуму зачистить и остатки смыть влажной тряпкой. Перед поклейкой стеклохолста и шпатлеванием участок, где была побелка, нужно загрунтовать дважды грунтом глубокого проникновения, чтобы основание не мелило и к нему хорошо приставали другие материалы. С поклейкой стеклохолста закончили, теперь оставляем его до полного высыхания в течение суток. При этом не открываем окна, чтобы не было сквозняка. Теперь приступаем к покраске. Для этого буду использовать заколированную в магазине водоэмульсионную краску и наносить ее при помощи кисти и валика с длинным ворсом. Набрала краску на кисть и начинаю окрашивать стену с угла. Перед этим нужно разметить зону кухонного фартука при помощи малярного скотча. Стеклохолст, можно сказать, не впитывает, а заполняется краской. И при этом ее расход, естественно, будет выше, чем при покраске более плотного материала. На квадратный метр при трехслойном нанесении требуется примерно 350-400 мл краски. Закончила с кистью и оставшуюся плоскость окрашиваю валиком. Валик используйте с длинным ворсом, чтобы за раз можно было набрать побольше материала. На первом слое стеклохолст забирает достаточно много краски, и валик с коротким ворсом просто неудобен в работе. Приходится сильно давить на него и часто возвращаться к набору краски. Покрасили стены краской в 3 слоя, и после ее высыхания можно снять малярный скотч. Аккуратненько отрываем его, и теперь видна зона, где будет создаваться наш декор. Окрашенный стеклохолст создает достаточно гладкую поверхность, которая подойдет под такие тонкослойные материалы, как декоративный шелк, песок, либо бархат. Соседнюю стену я подготавливала точно таким же образом. Кстати, про нее у меня есть видео. Далее оклеиваю малярным скотчем декорируемую зону по периметру. Для этого лучше использовать скотч пошире, от 5 см. Так меньше шансов, что нечаянно заденем уже покрашенную поверхность и придется ее как-то исправлять или подкрашивать. Проклеила скотч, и чтобы стык краски и декора у нас получился идеально ровным, прокрашиваю той же самой краской край малярного скотча. Так краска засечет под ленту и запечатает стык. Прокрасила все внутренние края малярной лентой, и теперь ждем полного высыхания краски. Далее обрабатываем декорируемую поверхность при помощи кварц-грунта. Кварц-грунт – это что-то типа белой акриловой краски с добавлением кварцевого песка. Он заполнит углубление стеклохолста, а песок после высыхания грунта улучшит сцепление материалов, из которых создается декор. Валиком двигаюсь в разные стороны, чтобы распределить равномерно песчинки по всей поверхности. Нам необходимо создать шероховатую однородную основу под последующий декор. Нанесли кварцевый грунт и оставляем его до полного высыхания, которое займет примерно 12 часов. Следующий этап – это разметка узора будущего камня. Делаю я это с помощью пастели, также подойдет и обычный карандаш. Вы можете сначала нарисовать несколько вариантов узора на бумаге, ориентируясь при этом на понравившиеся примеры фотографий камня, а затем уже перенести разметку на стену. Добавим еще одну рядышком прожилку небольшую. С разметкой полностью закончили, и можно приступать к подготовке самого материала. Первым делом нам необходимо смешать клей ПВА с водой 1 к 1. Сначала добавляю стакан воды и 1 стакан клея ПВА. Хорошо перемешиваем. Далее засыпаем туда 2 стакана гипсовой шпаклевки. На такое количество воды и ПВА необходимо добавить 5 стаканов сухого материала. 2 я уже добавила.
и постепенно добавляю еще 3. За один раз не нужно разводить очень много материала. Лучше делать его такими же пропорциями, как и я. Работая спокойно, не торопясь, вам как раз хватит этого количества до того, как он начнет твердеть и становиться непригодным к работе. При добавлении 5-го стаканчика шпаклевки материал становится очень густым. И это именно то, что нам и нужно. Замешиваем его прямо руками, как будто это у нас тесто. В итоге мы должны получить вот такого колобка, которого убираем в пакет. Наливаю на пластиковую крышку 4 цвета колоранта и приступаю к самой колеровке. Перед началом работ обязательно сделайте несколько образцов декора. Попробуйте использовать колоранты тех цветов, которые у вас будут присутствовать на кухне, чтобы получить сочетаемость декора и элементов интерьера. Можете взять за образец цветовую палитру понравившегося природного камня. Фотографий в интерьере очень много с красивыми образцами. А можете применить только один, к примеру, черный колорант. Результат с ним получается достаточно интересный. Для кухонного фартука отлично подойдет. Сам процесс колеровки простой. Делаем разноцветные колбаски из шпаклевки, макая ее в разные цвета. Скрутила несколько таких колбасок, соединяю их вместе и превращаю в одну. Колорант хаотично замешивается в ней, и внутри массы материала получаются разнообразные цветные прослойки. Отрываю примерно треть получившейся самокрутки и делаю ее еще немножко тоньше. Теперь беру распылитель с водой и немного смачиваю поверхность, только то место, где будет наноситься шпаклевка. Прижимаю ее, чтобы она зацепилась за кварцевый песок. Беру обычный целлофановый пакетик и накрываю материал вот таким образом. Чуть разгладила рукой и раскатываю его валиком для прикатки обоев. Шпаклевка расползается под пакетом и получается узор колоранта. Все просто. Чуть раскатываю в руках следующий фрагмент и состыковываю его с первым. Вплотную можно это не делать, он будет распределяться во время приглаживания и заполнит собой все пустое пространство. Добавляю еще один. Накрываю пакетом. И перед тем, как разглаживать валиком, чуть прижимаю шпаклевку пальцами. Валик не очень жесткий и округляет края плоскости декора, а слой центральной части получается более толстым, поэтому дополнительно приглаживаем его кельмой. Во время приглаживания пакет чуть мнется, и нужно его немного растянуть, чтобы слой материала был как можно ровнее. Беру следующую заготовку и стыкую ее с нижней частью получившейся полосы декора. Вообще подобная техника декоративного искусства появилась очень давно, и называется она скальола. Этот метод был популярен в Италии с 17-18 века, а самые ранние работы датировались 16-м. Данная техника применялась в архитектуре и мебели. Скальолу использовали для украшения стен, колонн, алтарей, столешниц и других мелких элементов декора. Старые мастера смешивали гипс, животный клей и натуральные красители, а иногда добавляли мраморную пыль для получения дополнительной текстуры и блеска. Все это позволяло создавать впечатляющие эффекты, имитируя натуральные материалы, такие как мрамор, яшму и оникс. При этом стоимость финишной отделки значительно снижалась. В наше время с теми технологиями и материалами, которые сейчас есть, процесс создания скальолы значительно упростился. Материалы более доступны и удобны в работе. Взять хотя бы тот же самый пакет. Применяя его в работе, мы сразу видим, какой узор получается, и можем его дополнительно формировать во время приглаживания. А раньше использовали грубую ткань, на которой, как мозаику, выкладывали колерованные заготовки, а после все плотно прикладывали к стене, снимали ткань, ждали высыхания и шлифовали материал вручную, чтобы открыть рисунок скальолы и сделать ее поверхность ровной и гладкой. Плюс сейчас в ту же самую шпаклевку на производстве добавляют различные компоненты для большей прочности, эластичности и замедления схватывания гипса. Все это делает работу более комфортной и позволяет создавать уникальные образцы декора. Так что очень советую попробовать этот метод. Хотя бы сделайте несколько образцов, поймете какое-то интересное и творческое занятие. Снимаем пленку, и пока шпаклевка сырая, сразу подрезаем ее по контуру. Если оставить ее так, как она есть, после набора прочности сделать это будет очень проблематично. Теперь еще раз покажу, как я колерую шпаклевку.
Беру небольшое количество материала из пакета, отламываю вот такой маленький кусочек и макаю его в колорант, к примеру, желто-коричневый. Заворачиваю колер в середину, а после беру еще немного материала и заворачиваю в него шпаклевку с колорантом и хорошо раскатываю в руках. Один раз сгибаю и еще раз раскатываю. Готово, пока можем отложить его. Далее беру еще небольшую часть материала и макаю его в колер черный. Заворачиваю вот таким образом, чтобы пигмент был в середине, и раскатываю. В такой работе грязные руки даже помогают нам. Мелкие частички материала разных цветов с них попадают в разные заготовки, и потом образуются интересные крапинки на поверхности. Отламываю еще немного, макаю в нужный цвет и заворачиваю точно так же, как и предыдущие части. Теперь раскатываю материал в руках, как будто это пластилин. Ничего сложного тут нет, все делается элементарно и просто. Добавляю получившуюся колбаску к другим заколированным. Чуть сжимаю их, чтобы они соединились между собой, складываю пополам и раскатываю в руках. Получается вот такая заготовка, которую теперь можно делить на части, чтобы было удобнее работать. Отщипнули маленький фрагмент, раскатали в руках, и вот такую получившуюся колбаску уже можно наносить на стену. Обязательно смачиваем поверхность водой, слегка, много воды не нужно лить. Далее прикладываем заготовку к стене. Делаем это по линиям разметки. Также можно добавлять сразу несколько рядом друг с другом. Если при раскатке края шпаклевки залезут на разметку, то их можно просто подрезать. Как вы видите, шпаклевка особо к рукам не прилипает, и можно формировать узор даже пальцами. Но перед раскаткой валиком и приглаживанием кельмой пакет все же лучше приложить. Подравниваю еще немного руками, чтобы потом было проще прижимать шпаклевку валиком и кельмой. И начинаю раскатывать. Пакет при этом немного тяните в сторону, чтобы он не формировал складки на поверхности материала. Так плоскость получается более ровной. Слегка приглаживаю кельмой. Сильно давить на нее не нужно. Шпаклевка достаточно мягкая и хорошо поддается. Но если это не так, то значит она уже стала высыхать и нужно делать новый замес. Таким же точно образом я заполняю все линии, которые заранее разметила. И получается вот такая, пока что странная картина. Для оставшихся участков я цвет замешиваю немножко по-другому. Беру небольшое количество нашего теста, раскатываю его в руках и набираю на него колер. Можно набрать несколько цветов, а можно обойтись одним. Этот этап более грязный, поэтому лучше использовать нитриловые перчатки. Так не придется отмывать руки. Скатала вот такую колбаску, которая снаружи вся покрыта колером. И пока что отставляем ее в сторону. Следующую заготовку делаю чуть иначе. Колер можно не добавлять, его достаточно на перчатках. Получается вот такой симпатичный черненький колобок. Далее беру еще немного материала и заворачиваю нашего малыша в него. И опять скатываем. Сейчас можно добавить какой-нибудь еще другой цвет. Например, возьмем оранжевый. Таким образом делаем заготовки из всего подготовленного гипсового теста. Этот скатаем чуть иначе. Намазываем малыша оранжевым колером, чуть прикатываем, чтобы колорант впитался в глубину, и заворачиваем в белую шпаклевку. Второй слой не колируем. Какой цвет с перчаток получится, такой оставляем. Сделали заготовки, и теперь их прикрываем сверху пакетом, чтобы они не высохли. Еще один пакет выкладываю на ровную поверхность и как следует расправляю вот так. Теперь беру одну заготовку, помещаю ее на пакет и при помощи шпателя нарезаю на ломтики толщиной примерно 5-10 мм. Получаем вот такое слоеное пирожное. Снимаю его со шпателя, накрываю второй частью пакета и расплющиваю. Сперва руками, а потом при помощи кельмы и валика. Тем самым формируем интересный цветовой узор. Аккуратно снимаю пакет и нарезаю на части еще одну заготовку. Для работы использую я самые простые пакеты. Одну сторону и низ разрезаю ножницами, и получается достаточно большой лист пленки. Выкладываем нарезанное рядом с первым узором вот таким вот образом.
Теперь снова накрываю пакетом и начинаю разминать. Можно тут особо не торопиться. Наше тесто под пленкой долго не сохнет и хорошо поддается приглаживанию. Я бы еще попробовала пропустить такую заготовку через устройство для раскатки теста. Интересно, что бы из этого получилось. Наверняка процесс бы упростился. И добавляю еще одну нарезку из заготовок. Если вы в работе используете один цвет или очень схожий друг с другом, то можете выкладывать узор немного по-другому. Часть одной заготовки сразу миксовать с другой. Так декор будет получаться более однородным по смешиванию цветов и рисунка. Ну и сами заготовки можно сделать иначе. Взять технику, в которой я делала первые, те, что уже нанесены на стену, и совместить со вторым замесом, чтобы при нарезке внутренняя часть была более интересной и содержала больше цветов. Теперь переворачиваю и снимаю пленку с верхней части. Делаю это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Снялась хорошо. Теперь распрыскиваю воду на тесто, чтобы оно легче приклеивалось. Стену можно дополнительно уже не смачивать. Аккуратно переношу созданный узор на поверхность и слегка разглаживаю пакет руками. Придавила материал, чтобы он хорошо держался на стене. Беру шпатель и срезаю все лишнее. Эти остатки не выбрасываем, ими можно заполнить мелкие пропуски. Они для этого отлично подойдут. И да, можно делать скальолу сплошным слоем, без предварительной разметки поверхности. Либо формируя узор сразу на стене, либо сперва делать его на пакете, а потом переносить на нее. Попробуйте несколько вариантов замеса для заготовки и нанесения. Поймете, какой вариант работы вам удобней и какой результат больше нравится. Ну и, естественно, заодно подберете нужные цвета. Раскатала. Пока пленку не убираем, а делаем следующую заготовку. Быстренько ее нарезаю вот такими дольками. Можно делать это не шпателем, а ножом. Близко получившиеся дольки можно не стыковать. Материал все равно будет расплющиваться под пленкой, и они соединятся в одно целое. Но и слишком далеко друг от друга не стоит их расставлять, иначе получится слишком тонкий слой шпаклевки. Теперь накрываю все пакетом, чуть придавливаем руками и можно сразу под пресс. На кельму давлю достаточно сильно, и в итоге получаем интересный узор. Еще немного прокатываю валиком, чтобы получить более однородную толщину. На горизонтальной поверхности все это очень удобно делать. Далее переворачиваем пакет, аккуратно снимаем пленку с той стороны, которая будет клеиться на стену, вот таким образом. Дальше смачиваем водой эту сторону и переносим узор точно так же, как и до этого. Прикладываю материал немного внахлёст и руками придавливаю к стене, чтобы появилось хорошее сцепление с кварцевым песком. Сразу убираем подрезанный материал, накрываем пленкой и прикатываем валиком. Верхний пакет с предыдущего участка можно уже снять, так будет проще сделать плавное соединение. Ничего сложного тут нет. Постепенно заполняем всю оставшуюся поверхность. А теперь можем приступать к шлифовке. На этом этапе мы проявим рисунок и сделаем поверхность более ровной. Прошлифовала всю поверхность и теперь протираем ее влажной тряпочкой, чтобы избавиться от пыли. За счет добавления ПВА гипсовой шпаклевки поверхность наша стала очень жесткая, практически как камень. Протерла всю поверхность. Пока она сохнет, приготовлю материал для заполнения мелких дефектов. Много его нам не потребуется. На полстаканчика воды добавляю полстакана ПВА и сразу перемешиваю эти два компонента. На это количество воды и ПВА добавляю 1 стакан шпаклевки. Если получается слишком густо, то добавьте воды с ПВА. Если наоборот, то подсыпьте шпаклевки. В итоге мы должны получить смесь вот такой консистенции. Набираю небольшое количество материала на кельму и при помощи шпателя заполняю все дефекты, которые есть на поверхности. У меня декор получился достаточно светлым, и мелкие белые крапинки на поверхности будут смотреться очень даже неплохо. Если хотите, чтобы они сочетались с основным оттенком или были чуть темнее, то можете подколеровать шпаклевку при помощи колорантов.
Шпаклевку на этом этапе наносим тонким слоем и стараемся заполнять только углубления и как можно меньше шпаклевки оставлять на вершинах декора. Поэтому снимаем ее достаточно жестко на стир. После того, как шпаклевка высохла, шлифуем ее 180-м зерном. После шлифовки обязательно всю поверхность протираем влажной тряпочкой. Затем наносим защитный слой лака. Я использую двухкомпонентный лак, также подойдет полиуретановый или эпоксидная смола. Лак на водной основе для защиты кухонного фартука можно использовать, но загрязнение с него необходимо убирать сразу. Так лаковая пленка прослужит дольше и сохранит свой внешний вид. Двухкомпонентный же лак имеет более высокую прочность пленки и лучшую устойчивость к абразивным моющим средствам, таким как, например, сода или пемолюкс. Также он более стойкий к жиру, спирту, кофе и вину, что немаловажно для кухни. Особое внимание при нанесении лака уделяйте углам, чтобы хорошо укрыть их материалом. Торопиться тут не нужно, а то можно легко пропустить необработанный участок. Нанесла первый слой лака, после его высыхания нанесу второй только уже за кадром. А после сниму скотч и покажу вам поближе, что у нас получилось. Результатом я очень довольна. У нас получилось преобразить старую стену, которая была просто в ужасном состоянии. И мы получили уникальный декор, который не только отлично смотрится в зоне кухонного фартука, но и обладает всеми требуемыми эксплуатационными качествами. Сам процесс создания декора очень творческий и интересный. Данная техника позволяет получить детализированный рисунок камня и при этом использовать те цвета, которые нужны именно вам. Плюс ее легко можно изменить и получить другой эффект за счет сплошного заполнения поверхности и изменения самого смешивания колорантов шпаклевки. Поэтому тут открывается огромное поле для экспериментов с данным способом создания декора. К минусам данной техники можно отнести невысокую скорость работы и сложность шлифовки очень прочного материала, поэтому я бы не стала создавать подобный декор на большом объеме. Но неоспоримые плюсы техники уравновешивают ее минусы, ведь получить подобный результат из обычной шпаклевки иначе невозможно. Принимать решение об использовании этой вариации древнейшей техники создания декора только вам. Сделав несколько образцов, вы можете оценить свои силы и результат, а после взвесить и решить для себя, стоит оно того или нет. А на сегодня у меня все. Смотрите мои другие обучающие видео, оставляйте комментарии, чтобы поддержать мое творчество на YouTube. И до новых встреч на канале Креативный слой.